Трамп встречает Зеленского, больше не считает его диктатором, вводит новые санкции против России и заявляет, что верит Путину на слово. Ошеломительные признания американского президента. Пойдет ли РФ в новое наступление против Киева? Десятки тысяч миротворцев в США. Прибыл британский премьер, который вместе с Макроном хочет размещения иностранных войск после войны в Украине. В Вашингтоне уже подсчитали, как много могут вытянуть из России полезных ископаемых. Детали внезапного сотрудничества и реакция Путина. Громкое задержание и водворение в Центральной Азии, а также невероятный бизнес на лаве. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Итак, давайте о том, о чем говорит последние сутки весь мир. Последний день этой зимы знаковый для Украины. В США состоится встреча двух президентов. Зеленский, как и хотел, встречаться будет с Трампом раньше, чем тот встретится с Путиным. В частности, в Киеве говорили, что следующим шагом после встречи Зеленского с американским президентом станет переход к какому-то формату с россиянами. Это слова Зеленского трехнедельной давности. Конечно же, главная тема сегодняшней встречи – договор с Трампом. Редкоземельные металлы и безопасность Украины. Трамп, напомню, называл сделку замечательной для Украины и выгодной для США. По его словам, Америка вернет свои деньги и получит ресурсы в будущем. Текст сделки, как мы помним, неоднократно перекроили. Для меня главное, что мы не являемся должниками. В соглашении нет долга в $500 миллиардов, ни в 350, ни в 100 миллиардов, потому что это было бы несправедливо. Накануне предстоящей встречи западная пресса писала, Трамп не хотел видеть Зеленского, но якобы изменил решение после разговора с Макроном, сообщает BFM TV. Украина получила сигнал из Вашингтона, что встреча не состоится, но после звонка Зеленского французскому лидеру ситуация изменилась. Впрочем, подтверждения этим словам нет. Макрон лишь вчера вечером заявил, что война в Украине экзистенциальна для Европы. Украина – это действительно борьба для нас. Это важно для международного права, для суверенитета, а также это борьба за безопасность европейцев. Для нас это экзистенциально. И важно, чтобы президент Зеленский смог объяснить президенту Трампу, что поставлено на карту у нас дома. И я пытался объяснить в прошлый понедельник, насколько это важно для нас. Теперь, что важно для Европы, в Белый дом отправился объяснять второй европейский лидер, премьер Великобритании Кир Стармер. Он накануне уже прибыл в Вашингтон и встретился с Трампом. Напомню, что Стармер и Макрон должны были представить Трампу план по размещению 30 тысяч миротворцев на территории Украины после мирного соглашения между Москвой и Киевом. The Telegraph пишет, что президент США поможет британским солдатам в случае повторного нападения РФ во время миротворческой миссии в Украине. Он уточнил, но если им понадобится помощь, я всегда буду с британцами. Ясно? Но им не нужна помощь, заверил Трамп. Также республиканец не считает, что Россия попробует еще раз пойти вторжением в Украину. Я не верю, что Путин нарушит свое слово. Не думаю, что он вернется, когда мы заключим сделку. Думаю, соглашение будет соблюдаться. Теперь у них будет безопасность. У вас будет безопасность. У вас будут солдаты. Я знаю, что Франция хочет там присутствовать. Отношения между президентом Зеленским и президентом Путиным не очень хорошие. Вы заметили, да. Они не очень хорошие. Это нехорошие отношения. И нам придется попытаться что-то с этим сделать. Иногда так бывает. Я хорошо лажу с обоими. У меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. Думаю, у меня очень хорошие отношения с президентом Зеленским. И теперь мы, знаете, заключаем сделку, и мы будем там. Мы действительно будем там, выкладываясь по полной. И, надеюсь, нам нужны редкоземельные элементы, у нас есть немного, но недостаточно. Наша экономика очень сильная, и нам нужно многое, чего у нас здесь нет.
Интересно еще и другое. Накануне Трамп решил продлить санкции против России. Указ будет опубликован 28 февраля. Решение основано на прежних указах Обамы и расширениях Байдена. Как вам такой поворот? Кстати, об этом решении стало известно через несколько часов после того, как в Стамбуле прошли закрытые переговоры между США и РФ. Надеюсь, что все те позитивные сигналы, которые поступили в последнее время, они найдут свое продолжение. И, кстати, уже было сказано, и сегодня в Стамбуле рабочие группы наши встретились для решения вопросов возобновления полноценной работы наших дипломатических миссий, я имею в виду российских и американских. Уверена, что договоренности будут достигнуты, и мы вернемся к цивилизованному дипломатическому общению, что было погублено администрации предыдущей и нанесен серьезнейший ущерб, в том числе и дипломатическому диалогу. Путин вчера рассыпался в комплиментах США, теперь американцы друзья, а точнее партнеры, говорит Путин. Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи я отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений. Но постепенное решение колоссального объема накопившихся системных стратегических проблем в мировой архитектуре. В США тоже видят в России хорошего партнера. Причина в редкоземельных металлах. Спецпосланник Трампа Стив Уитков говорит, что Вашингтон не против порыться не только в украинской, но уже и в российской земле. Залежи минералов в Украине достаточно большие, но, кстати, они достаточно значительные и в России. И, думаю, будет много возможностей для сотрудничества США с Россией, когда это мирное соглашение будет готово. Еще одно событие, о котором гудят соцсети, это кардинальное изменение риторики Трампа. Накануне на вопрос корреспондента BBC о том, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором, Трамп сказал следующее. Я такое сказал. Я не могу поверить. Что сказал бы такое? Следующий вопрос. Как считаете, что может измениться после того, как будет подписано рамочное соглашение Трампом и Зеленским? Встретится ли украинский президент с россиянами? С кем? И далеки ли мы или близки к некому миру? Пишите в комментариях. И теперь к другим новостям, в частности из Центральной Азии. Зная, что вы смотрите наш канал и там, дорогие подписчики, громкое задержание, а после и выдворение. Узбекистан экстрадировал бывшего зама Акима Актау. Бывший заместитель Акима этого казахстанского города Тимур Садвакасов передан казахстанским правоохранителям. Его обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере. Садвакасова поймали при незаконном пересечении границы с Узбекистаном. После задержания его экстрадировали на родину. Дело связано с попыткой подкупа силовиков. По данным следствия, один из акционеров компании Теолайн, Виктор Долгалев, через Садвакасова попытался организовать передачу взятки. Сейчас экс-чиновник находится в СИЗО. Вскоре его переведут в Павлодар для дальнейшего следствия, уточняет издание Кун-Уз. Уникальный заработок из воздуха, а точнее из лавы. Гиды на вулкане Этна превращают лаву в пепельницы и другие памятные изделия прямо на склоне извергающегося вулкана. Как это происходит? Очень просто. Когда раскаленная лава стекает вниз, экскурсоводы собирают ее с помощью специальных инструментов, затем ее заливают в формы, прижимают, ставят штамп с надписью «Этна» и охлаждают снегом или водой, чтобы закрепить эту форму. Антонио Лонго, один из гидов, занимается этим ремеслом с 1999 года. Он перенял традицию у более опытных коллег и теперь сам передает знания другим. Напомню, что извершение Этны продолжается с 11 февраля, и власти внимательно следят за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность жителей и туристов. Друзья, а хотели бы вы такой сувенир из самой настоящей лавы? Пишите в комментариях. Больше новостей за неделю собраны в плейлист. Если что-то упустили, переходите и смотрите. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, расскажите об этом канале своим друзьям. Хотите помочь? Оформите спонсорство или нажмите «Спасибо». Любая поддержка важна. До встречи!